Дорогие зрители, сегодня поделюсь с вами рецептом, который будет актуален для очень занятых хозяек. Это паска с ночным замесом теста. Вечером замешиваем, а утром можно выпекать. Для опары нам необходимо 20 грамм живых дрожжей и 250 мл теплого молока. В опару больше ничего не добавляем, перемешиваем и отставляем на 10 минут. Взбалтываем 6 яиц, взбивать их не нужно, просто чтобы разбить структуру. Выливаем яйца к молоку с дрожжами. Туда же добавляем 800 грамм муки, возможно понадобится немного больше. Мука должна быть обязательно просеянной. Перемешиваем, и с этих ингредиентов нужно замесить тугое тесто. В эту массу больше ничего добавлять не нужно, остальные ингредиенты добавим немного позже. Тесто можно замешивать руками, я же буду замешивать в тестомесе. Когда тесто собралось в комок, накрываем его полотенцем и оставляем на полчаса, чтобы оно отдохнуло. Через полчаса вымешиваем тесто до глянцевого состояния. У меня это заняло примерно 5 минут. Постепенно добавляем 250 грамм сахара. Сахар будет раставать, и тесто станет жидким. Затем добавляем чайную ложку соли. Ингредиенты добавляем именно в такой последовательности. Затем добавляем 240 грамм масла. Масло размягченное, что-то среднее между температурой холодильника и комнатной. Добавляем его небольшими кусочками и вмешиваем в тесто. Масло вмешивалось в тесто около 5 минут. После вмешивания масла тесто получается еще более жидкое, оно легко стекает с венчика. Тесто мягкое, липкое, но не пугайтесь, так и должно быть. Теперь добавляем цедру одного апельсина и 200 грамм сухофруктов, у меня это изюм и цукаты. На этом этапе тесто долго вымешивать не нужно, просто вмешиваем сухофрукты. Тесто получилось достаточно липкое, но муку больше не добавляйте, иначе забьете тесто и паски будут как хлеб. Тесто обязательно нужно переложить в большую посудину, иначе получится как у меня, увидите дальше. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. А вот и мой факап. Я не переложила тесто в большую посудину, и оно у меня вылезло из чаши. Но это ничего страшного, я его немножко обминаю и оставляю на столе примерно на 2 часа, чтобы тесто нагрелось перед выпеканием. Если у вас все нормально и факапа не случилось, тогда просто достаете с холодильника и оставляете на столе, обминать не нужно. Кстати, тесто в холодильнике может простоять от 8 до 48 часов. Я считаю, это очень удобно, что можно замесить тесто с вечера, а уже на следующий день его выпекать. Перед выпеканием пасочек тесто должно прогреться, поэтому накрываем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре. Перед тем, как начинать работать с тестом, руки, формы и поверхность нужно смазывать подсолнечным маслом. Муку не подсыпаем ни в коем случае. Каждый раз, как тесто начнет прилипать к рукам, смазываем их подсолнечным маслом. Теперь формируем заготовки наших будущих пасочек. Делаем шарик, чтобы сверху он был гладкий. Если сверху будет изюм, его нужно спрятать, иначе при выпекании он сгорит. Выкладываем заготовки по формочкам, накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре на расстойку примерно на 30-60 минут. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов ориентировочно 40-45 минут. Готовность обязательно проверяем зубочисткой, она должна выходить сухой. Вместе с пасочками я испекла 2 кекса, чтобы показать вам в разрезе, как выглядит тесто сразу после выпекания. Выпечка получилась невероятно мягкая и воздушная. После остывания паски смазываем глазурью. У меня есть рецепт отличной глазури, которая не крошится и быстро сохнет. Ссылочку на рецепт оставлю в описании под видео. Теперь покажу вам, как выглядит разрез паски через несколько дней после выпекания. Пока я разрезаю паску, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Она все так же мягкая, влажная и волокнистая.
Это очень простой в приготовлении рецепт Пасхи. От души рекомендую. Всех поздравляю с наступающим праздником Пасхи. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!